Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ирина. Сегодня поговорим на очень важную тему, которую проживает почти каждая мама – о границах в отношениях с детьми, чувстве вины и о том, как наш внутренний ребенок влияет на материнство. И это очень живые, чувствительные вещи. Они переплетены между собой, как корни одного дерева. И давайте распутывать их бережно, шаг за шагом, без упреков и с уважением к себе. Вы наверняка замечали, как легко потеряться в роли матери. Где ты заканчиваешься и начинается твой ребенок? Где твое «хочу», «могу», «нужно», а где уже не твоя зона? Вот это и есть тема границ. Что такое границы в отношениях с детьми? Границы – это осознание, где заканчиваются мои желания, решения и взгляды на ситуацию, и начинаются желания, решения и поступки моего ребенка. Что я могу вынести, а что не обязана, где моя ответственность, а где уже его выбор. Это не про холодность, это про уважение к себе и к своему ребенку. Сегодня мы поговорим про отказ от роли всесильной матери-спасательницы и переход в позицию зрелой женщины, у которой есть своя жизнь, желания и внутренний мир помимо материнства. Типичное нарушение границ – это слияние «я» равно «мой ребенок», где ты живешь его жизнью, ставишь его увлечения, интересы на первый план, контролируешь, решаешь, разрешаешь конфликты с его сверстниками, страдаешь за него. В итоге ребенок не учится сам искать выход из ситуации, не ошибается сам, не проходит уроки коммуникации, не взрослеет, а рано или поздно ему нужно научиться общаться с людьми. Получается, что сливаясь воедино со своим ребенком, ты лишаешь его естественных уроков общения в детстве, тем самым осложняешь его взрослую жизнь. Ты живешь не своей жизнью, себя откладываешь на потом и в результате выгораешь. Нарушение границ – это отсутствие слова «нет». Это происходит из чувства вины и страха быть плохой мамой. Но если ты не можешь сказать «нет», ты не можешь быть опорой для себя в первую очередь. Если ты не умеешь сказать «нет», когда тебе неудобно, когда тебе больно, когда ты устала, когда кто-то вторгается в твое пространство, ты предаешь себя. Твоя опора на себя внутри рушится. Нарушение границ – это также переход на позицию подруга или все ради ребенка, где у тебя нет права на усталость и тишину. Нарушение границ – это жертвенность. Если ты все время ради него, то рано или поздно ты от этого устаешь и в раздражении скажешь ему о том, что ты всю жизнь тратишь для него, а он неблагодарный. И тогда в нем поселяется чувство вины и внутренний долг, а не благодарность. Зрелые границы с ребенком – это умение сказать: «Сейчас я устала, мне нужно время для себя», признание. Ты отдельный человек, у тебя могут быть свои чувства, выбор и путь. Поддержка без спасательства. Я рядом, но я не могу пройти твой путь за тебя. Прекращение манипуляций, страхов, вины, обид ради контроля. Например, мама говорит сыну-подростку: «Ну, конечно, иди к друзьям, а я тут, как всегда, одна. Я ведь для тебя все, но ты же неблагодарный». На первый взгляд забота и обида. Но по сути это обида и способ контролировать. Ребенку становится тяжело и неловко, он чувствует вину и остается дома. Не потому что хочет, а потому что боится огорчить маму. Это не близость, это зависимость через чувство долга. Такие манипуляции могут быть неосознанными. Мама действительно чувствует себя одинокой. Но когда через страх, вину или обиду мы управляем поведением детей, мы ставим свою боль выше их свободы, и тогда теряется главное – контакт и уважение. Разрешите себе быть живой, не идеальной матерью, а настоящей. Чего на самом деле хотят дети? Не идеальную маму, а настоящую, которая умеет быть в любви, но не в полном слиянии, слышать, но не растворяться,
быть собой и этим показывать, как вести им себя в жизни. Если им нравится мама, они будут вести себя так же, как и она. Это придаст им уверенность и естественность. К чему ведет восстановление границ? Ребенок взрослеет эмоционально, психологически. Уходит взаимная обида и манипуляция. Возвращается уважение. Ты перестаешь быть мамой-жертвой и становишься собой. Ребенок больше не должен сделать тебя счастливой. Есть еще очень опасная тема в материнстве – это вина. Она умеет маскироваться. То вина как наказание, мать чувствует себя виноватой и сама наказывает себя. То вина как контроль, боится, как бы что ни вышло, излишне накручивает ситуацию, не доверяет пространству. А иногда вина просто из прошлого. Я тогда не знала, а теперь вижу. Но важно помнить, вина – это не ответственность, вина тащит назад. Ответственность дает силу идти вперед, а с виной ты в прошлом, с ответственностью в настоящем. Почему вина возникает? Чем она отличается от ответственности? Как с ней быть? И самое главное, как из вины вернуться в любовь? Давайте разберемся, почему мы виним себя за ошибки в материнстве. Потому что у нас внутри есть образ идеальной матери. Светлая, теплая, всегда уравновешенная, понимающая, с печеньками и добрым словом. Но в реальности мы люди, с ранениями, с усталостью, с болью своего детства. С утра мы хотели обнять, а вечером сорвались и накричали. Сказали: «Я все для тебя», а потом не сдержали обещания. Дали телефон вместо внимания. А внутри как будто трещина. Я подвела, я не такая, как надо. Давайте посмотрим, какие маски есть у вины. Например, когда вина возникает из прошлого опыта. Раньше она не понимала, она тогда еще не знала, а теперь видит. Проснулась осознанность и пришла боль. Например, ты разрешала сыну слишком много. Из страха, что он тебя не будет любить. А сейчас он груб, отдален, не воспринимает «нет». Мама говорит: «Я боялась потерять контакт, я не знала, как иначе. Сейчас я учусь говорить «нет» с любовью. Я не виновата, я взрослею». И он рядом и может взрослеть вместе со мной. Или еще пример. Ты винишь себя годами за то, что не заметила, как дочка страдала в подростковом возрасте. Ты тогда была перед и после развода и не могла быть рядом. Вариант честного взгляда. Я была занята выживанием. Я правда не увидела ее боль. Мне больно это осознавать. Я хочу быть внимательной сейчас. Я больше не хочу отвергать ее чувства. Я выбираю быть с ней теперь. Или еще. Ты игнорировала сына, когда он делился о своих чувствах. Не придумывай, ты же парень. А теперь он вообще не говорит о себе. Новый подход. Сын, я понимаю, что тогда не услышала тебя. Мне казалось, что так будет правильно, прости. Мне важно знать, что ты чувствуешь. И я учусь слышать тебя по-настоящему. Разделить себя тогда и сейчас. Суть. Тот момент – это прошлое. Та ты, не сегодняшняя ты. Тогда ты не знала, не умела. Сейчас ты видишь. Нужно попросить прощения по-настоящему, без стыда. Суть признания боли не делает тебя слабой. Оно делает тебя человечной. И это безопасное поле, в котором рождается настоящая близость. Например, вина как форма контроля. Если я буду все контролировать, компенсировать, все заранее предугадывать, стелить соломку, делать так, как у других, ничего плохого не случится, я буду хорошей. Пример. Ты все отдаешь дочке: деньги, наряды, как у подруг, развлечения, экскурсии с учителями, поездки на море, театры, музеи с группами сопровождающими. Из чувства вины за то, что нет времени, ты всегда на работе. Но это не укрепляет связь, а лишь копит раздражение. Новое решение. Я не обязана все компенсировать. Я могу быть с ней искренней, не из вины, а из любви. Я могу говорить «да», когда хочу, и «нет», когда нужно. Я не должник, я мама.
живая, растущая. В итоге ты неплохая мама, ты взрослеющая душа, которая раньше не умела иначе, а сейчас ищешь выход из положения, думаешь, объясняешь и стараешься. Ты не обязана быть совершенной, ты имеешь право учиться, меняться, быть разной. И именно через это твой ребенок тоже учится, что быть собой безопасно. Есть вина, привитая из детства. Ты не должна злиться, ты же мама. Мама не имеет права ошибаться. Есть вина как способ избежать чувства беспомощности. Это такой психологический механизм, когда нам легче чувствовать вину, чем признать, что мы не могли повлиять на ситуацию. Например, твоя дочь в подростковом возрасте начала замыкаться в себе, плохо училась, общалась с тяжелой компанией. Ты старалась как могла, но ничего не помогало. И вот спустя годы ты говоришь себе: это все моя вина, я где-то упустила, я недостаточно старалась, я плохая мать. Почему ты так говоришь? Потому что чувство вины дает тебе иллюзию, что у тебя была власть, контроль. Мол, если ты виновата, значит можно было как-то все изменить. Значит, ты управляла процессом, просто сделала что-то не так. А теперь представь другой вариант. Признать: я не могла ничего изменить. Это был ее путь, это была ее боль, и я была рядом как могла. Это страшнее, потому что за этим беспомощность, уязвимость, осознание ограниченности своих сил. И вот тут включается мозг. Ладно уж, лучше я буду винить себя, чем признаю, что была бессильна. Но правда в том, что мы не всемогущие. Мы мамы, живые люди. У детей есть свой путь, своя боль, своя свобода. И зрелость – это не всемогущесть, а принятие своей ограниченности без самобичевания. Вина говорит: если бы я старалась, все было бы иначе. Зрелость говорит: я делала все, что могла тогда. Сейчас я могу быть рядом, без контроля, просто с любовью. Очень важно осознать: вина не равно ответственность. Вина – это застревание в прошлом. Это взгляд назад с упреком. Ответственность – это взрослая позиция. Да, я не знала, да, я ошиблась, но теперь я учусь, теперь я иду по-другому. Вина парализует, ответственность дает силу. Первая тянет вниз, вторая поднимает и позволяет вырасти себе и ребенку. Как перестать винить себя? Разрешить себе быть живой. Ты не богиня, ты не автомат с теплотой. Ты женщина, живая, устающая, ошибающаяся. Только живая мама может научить ребенка быть живым человеком. Нужно посмотреть честно, что именно болит. За что конкретно ты себя винишь? Что ты хотела бы вернуть, но не можешь? Что ты сделала не так? Как теперь считаешь правильным? Разделить себя тогда и себя сейчас. Ты действовала из той осознанности, что у тебя была. Ты делала, как умела. А если сейчас ты видишь, значит, ты уже выросла. Значит, все, что было, стало ступенькой, поворотом в школе жизни, не провалом. В этом весь смысл взросления, эволюции человеческого роста в понимании отношений. Вчера мы были одни, сегодня совсем другие, и это нормально. Чтобы перестать себя винить, можно попросить прощения по-настоящему. Не из вины, а из любви. Прости меня за то, что я не умела по-другому. Я не была рядом тогда, когда ты нуждался, но я рядом сейчас. Я вижу, я учусь. Я хочу быть живой, а не идеальной. И я люблю тебя всегда. Это можно говорить себе, своему внутреннему ребенку или уже взрослому сыну, дочери, без драмы, без самоунижения. Еще можно перестать использовать вину как наказание. Ты не обязана расплачиваться за ошибки, чтобы заслужить прощение. Ты не обязана страдать, чтобы быть хорошей мамой. Ты можешь просто присутствовать здесь, сейчас, с любовью. А что дальше? Когда ты отпускаешь вину, ты освобождаешь в себе место для настоящей связи. Не через долг, а через присутствие. Не через «я все должна», а через «я с тобой как есть». И знаешь, что происходит? Ребенок это чувствует.
Появляется мягкость, открытость, диалог. Ты больше не виноватая мать. Ты женщина, которая выбрала взрослеть. И это величайший подарок твоим детям. И вот здесь мы подходим к еще одной важной теме – внутренний ребенок. Это та часть тебя, которая все еще помнит, как это – бояться, хотеть быть любимой, ждать поддержки. Если этот внутренний ребенок ранен, он будет говорить в тебе: «Я должна быть идеальной, чтобы меня любили», или «Я никому не нужна, значит, поэтому все делаю сама и все везу на себе». И тогда ты или растворяешься, или держишь оборону. Кто такой внутренний ребенок? Внутренний ребенок – это та часть нас, которая чувствует, радуется, боится, нуждается и хочет быть принятой просто так, без условий. Это твои первые эмоции, твоя игра, фантазия, спонтанность, твои боли из детства, твоя надежда быть любимой, твоя уязвимость и честность. Внутренний ребенок может быть радостным и живым, если ты имела опыт принятия и любви. Раненым, испуганным, заброшенным, если были травмы, отвержения, давления. А теперь внимание! Какую роль играет твой внутренний ребенок в материнстве? Он запускает зеркала. Твоя дочь начинает капризничать, а ты бесишься не потому, что она плохая, а потому, что внутри тебя есть внутренний ребенок, которого когда-то не слышали. Ты бессознательно говоришь ей: замолчи, а на самом деле себе в прошлом. Когда твой ребенок злится, это триггерит твою старую боль. Не потому, что ты плохая мама, а потому, что твоя внутренняя девочка все еще хочет быть услышанной. Пример, когда мама воспитывает из боли, из раненого внутреннего ребенка. Ситуация. Ребенок злится и кидает игрушку. Реакция мамы. Мгновенный крик. Что ты себе позволяешь? Немедленно убери. Почему ты такая неблагодарная? Что происходит внутри? Это не злость на ребенка. Это вспышка боли той маленькой девочки внутри, которой когда-то не разрешали злиться, которая слышала: ты не имеешь права выражать эмоции. Она не успела научиться держать чувства в контейнере, потому что ее никто не научил. И что получает ребенок? Стыд, страх, ощущение, что его эмоции – это плохо. И начало еще одного внутреннего конфликта в новом поколении. Пример ситуации. Мама все делает сама, не просит о помощи. Реакция. Я не могу позволить себе отдых, у меня ребенок, я должна все тянуть. Только я могу, все остальное слабость. Что происходит внутри? Это говорит внутренний ребенок, который с детства не мог опереться ни на кого, которому говорили: сама справляйся, не ной, будь сильной. И теперь она не позволяет себе быть живой, уставшей, уязвимой. Внутренний ребенок может мешать, если ранен. Когда мы воспитываем из раненого внутреннего ребенка, то стараемся быть идеальной мамой, чтобы доказать, что мы достойны. Боимся, что ребенок не будет любить нас и теряем границы. Воспитываем по заученным шаблонам, чтобы не слышать свои эмоции. Переносим на ребенка то, чего сами не получили. Пример. Ты говоришь ребенку: я ради тебя все отдала, а внутри звучит: мама, посмотри, как я старалась, полюби меня, пожалуйста. Когда мама действует из исцеленного внутреннего ребенка, ситуация. Ребенок просит посидеть с ним на полу и поиграть. Реакция мамы. Она садится рядом, берет куклу и смеется, как будто ей 6 лет. Ой, у нас тут вечеринка, да? А Барби готовит борщ? Что происходит внутри? Мама разрешает себе быть в моменте. Ее внутренняя девочка не подавлена, она жива, она творит вместе с ребенком на равных. И это не про инфантильность, это про внутреннюю свободу. Ситуация. Ребенок плачет, потому что разбил чашку. Реакция мамы. Ты испугался? Я бы тоже испугалась. Все хорошо, мы все уберем вместе, никто тебя не будет ругать. Что происходит внутри? Внутренняя девочка услышана. Ее не наказывают за ошибку. И потому она умеет дать ребенку принятие, без морали, без унижения, просто с теплом. Внутренний ребенок может помогать, если исцелен. Исцеленный внутренний ребенок помогает тебе быть живой, легкой, теплой.
радуется с ребенком вместе, смеется, когда все идет не по плану, не требует от себя быть идеальной, умеет отдыхать и наслаждаться жизнью. Пример. Твой ребенок рисует пальцами на животе. Ты не думаешь ужас, грязь, а улыбаешься и говоришь, как красиво ты чувствуешь цвет. Когда мама в контакте с внутренним ребенком, но действует из внутреннего взрослого. Здесь мы уже говорим о балансе, то есть внутренний ребенок живой, но решение принимает зрелая часть. Ситуация. Мама устала, ребенок требует внимания. Реакция мамы. Солнышко, я вижу, ты хочешь играть, а я устала. Я лягу на 15 минут, и потом мы поиграем. Договорились? Что происходит внутри? Внутренний ребенок не забыт, но и не руководит всей жизнью. Мама умеет слышать себя и заботиться о себе, не отказываясь от любви к ребенку. Ситуация. Мама готовит ужин, ребенок разлил воду. Реакция мамы. Окей, ты разлил, бывает, пойдем вместе вытрем. Ты справишься, я рядом. Что происходит внутри? Нет взрыва, нет обвинений. Есть спокойствие, поддержка, обучающий момент, потому что мама не на автомате своей детской боли. Она выбрала ответ, а не спонтанную реакцию. А это возможно только из баланса. Внутренний ребенок чувствует, внутренний взрослый действует. Почему важно наладить контакт с внутренним ребенком? Потому что только услышав свою боль, ты не будешь подавлять чувства ребенка. Только признав свое право на радость, ты сможешь искренне играть. Только научившись заботиться о себе, ты научишь ребенка делать то же. Ты не обязана быть идеальной мамой. Ты можешь быть живой, честной и теплой, если твоя внутренняя девочка больше не плачет в одиночестве. А если этот ребенок внутри тебя услышан, принят, ты становишься мягкой и сильной одновременно. Ты можешь сесть на пол и играть, не думая о своих делах. Можешь обнять, когда что-то не так. Можешь сказать «я устала, я лягу на 15 минут» и тем самым научить ребенка тоже беречь себя. Смысл не в том, чтобы быть правильной мамой. Смысл быть настоящей, живой, с чувствами, с границами, с правом на ошибки. Когда твой внутренний ребенок не плачет в углу, а улыбается тебе изнутри, ты становишься той мамой, с которой спокойно, без напряжения, без долга, просто рядом. Ты не обязана быть идеальной. Ты можешь быть собой, настоящей, честной, растущей. И это лучший пример, который ты можешь дать своим детям. Ты справляешься с любовью к себе. Дорогие друзья, если вам отзывается то, о чем мы с вами сегодня поговорили, буду рада, если вы отреагируете, напишите комментарий или поставите лайк за мою работу. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. До новых встреч!